Сегодня мы раскроем один из больших страхов, это страх потери. В этом эфире не будут даны механизмы исчезновения этого страха. Будет оголение через фразы, через указатели, потому что когда это видно уже, что это просто мысли, видно, где точка сборки этого страха, тогда уже происходит исчезновение. Потому что никакого страха, по идее, никогда ни у кого нет. Почему нет? Потому что, не у кого ему быть. Не у кого ему быть. Всегда в тренинге по Кавказу очень много распадается разных страхов. Страх высоты, страх чего-то там еще. И вот у нас был там такой интересный момент, когда можно было пройти по мостику, видели, наверное, кадры, может быть, у меня сторис, по мостику через Сулакский каньон. Достаточно на высоте. И кто-то пошел, а у кого-то просто мысль, что я боюсь, поверилась в эту мысль «я боюсь». Сегодня мы посмотрим, какими фразами звучит этот страх. То есть боимся потерять, здесь кажется, что что-то ты боишься потерять. Но на самом деле, смотрите, сейчас звучит указатель. Ты боишься потерять себя в этом. То есть ты себя отождествляешь с кем-то и боишься это «я» потерять. И каждая форма страха – это способ просто удержать ощущение «я есть». Страх – это не противоположность, например, любви. Вот тоже и на тренинге раскрывали, что любовь очень часто путается с борьбой, а борьба – это всегда страх. А страх – это не противоположность любви, а попытка сохранить отделенность. Страх – это попытка сохранить отделенность, потому что когда появляется мысль о страхе, то есть не страх появляется, еще раз, а мысль о страхе, там всегда есть «я боюсь», «я опасаюсь», «я беспокоюсь». То есть страх, он всегда относительно центра «я». А если есть центр «я», значит, есть другие, и есть «я» и мир. То есть страх – это попытка сохранить границы. Не противоположность любви. Любовь – это нет границ. Там никогда нет два. Страх – это попытка сохранить «я» и еще что-то. И сейчас мы рассмотрим много страхов, которые идут в отношениях. Отношения всегда тоже, они относительны, но само слово отношения, они относительны. То есть отношения к чему-то, отношения с кем-то и даже отношения с собой. И очень часто, мы слышали, что надо с собой наладить отношения, а кому, с кем с собой наладить отношения. Просто посмотрите в эту мысль. Мне нужно с собой наладить отношения. Мне нужно с собой сблизиться. Это кому-то, какому-то «я» нужно сблизиться еще с каким-то «я». Просто посмотрите, что эта мысль ни о чем не говорящая. Просто так озвучивается мысль. Она есть, как полнота этого момента. Но абсолютно никакого смысла, ничего не значит, потому что «я»-то никакого нет. И даже сейчас, если вы посмотрите, а кто этот «я», который боится, вы никого не найдете. То есть вы найдете мысль, что я боюсь. Вы найдете ощущение, которое сцепилось с этой мыслью «я боюсь потерять». То есть я боюсь потерять. Смотрите, звучит просто как мысль озвученная. Мысль звучит. Появляется какое-то ощущение одновременно с этой мыслью. Оно вообще не связано с этой мыслью, но оно уже трактуется, это и есть страх. Что-то там в животе, какие-то беспокойства, даже там бывает и сухость, и жар, и так далее. Но это просто ощущение, которое уже сцеплено с этой мыслью. Я боюсь потерять. И историей. Почему я боюсь потерять? Это как будто бы есть прошлое, где уже есть опыт потерь, и будущее. Но точно не сейчас. Сейчас есть просто мысль, есть ощущение, есть форма и есть история. То есть сцепка – это когда все вместе, вот это отдельно стоящее. Мысль, я боюсь, ощущение,
Сцепка, я боюсь, поэтому вот это ощущаю. Почему я боюсь потерять? Потому что была история и будет беспокойство. И вот эта вся сцепка, но это все вот так отдельно просто проявлено этим моментом ничье. Потому что если вы посмотрите, а кто я боится, вы найдете тело, вы найдете мысль, вы найдете ощущение, и вы найдете историю, и вы не найдете никакого я. Итак, потерять другого. То есть мы сейчас просто будем, я буду оголять вам через фразы, как это звучит. Когда исчезает, уходит другой, будто бы исчезаю я. Вот прямо посмотрите в это. Когда я боюсь потерять другого, потому что я без другого тоже исчезну. Как будто бы этот другой есть, и он сохраняет мою целостность. Не другого теряю, а отражение себя. То есть такой страх, кто я без него. Мы сейчас смотрим это в отношения с мужчиной-женщиной, отношения с родителями, отношения с детьми. Бывают отношения даже с друзьями, и даже там с начальником, с коллегами, и с партнерами и так далее. То есть смотрим широко, когда есть тот, кого вы боитесь потерять. Потому что боитесь потерять себя без него. То есть не его, а себя без него. Потерять-то нечего, а это просто мысль, что я без него не буду целостным. Это значит что? То есть есть тот, кто боится стать нецелостным. Все всегда о себе же. Да? Все всегда о себе же, и сейчас мы с разных сторон это смотрим. Мы всегда будем говорить о исчезновении, о центре «я». Пока есть идея центра, идея «я здесь живу», отсюда все и танцуется. Поэтому мы с разных сторон всегда говорим об одном и том же. Это как рассмотреть вот этот вот кристалл такой целостный. Потерять может тот, кто живет идеей «я обладаю, я владею». Такой центр обладания. Когда центра нет, то есть нет, некому, то и терять, естественно, нечего. Следующее, то есть это потерять другого. Теперь смотрим через потерять себя. Потерять себя, это просто наблюдается в процессах, вот в тренингах. Сейчас у нас распад идет, и вот в этом тренинге одна участница такая вышла утром, говорит, мне кажется, что я что-то потеряла. То есть еще есть тот, кто видит, что он что-то потерял. Боязнь раствориться в чувствах, раствориться в близости, потому что нужно держать границы, чтобы не исчезнуть. Кстати, любовь, она всегда как бы неполная. Близость, она всегда как бы неполная, только потому, что есть тот, кто боится раствориться. Ну, это такая идея, я боюсь. Потерять себя, это значит раствориться, исчезнуть в этом. Исчезнуть в любви, исчезнуть в близости. Но исчезнуть некому. Здесь необходимо увидеть, что некому исчезнуть, потому что никогда не было никаких границ. И не было этого центра, который боится исчезнуть. То есть даже когда мы вот эту тему рассматриваем, тему распада, здесь же не кто-то распадается. Вот знаете, не то чтобы тело распалось. Тело-то как было, так и есть. Оно и сейчас есть без всякого центра. Тело не является центром. Мысль «я есть» – это не центр. Ощущение себя – это тоже не центр. Но именно это ощущение, эта мысль и форма как будто бы боится потеряться, тоже как в мысли. То есть я боюсь исчезнуть. Что значит распад? То есть что значит я не буду контролировать? Как это? Как это я отдамся полностью? А вдруг? Да? Я боюсь раствориться. Мне нужно сохранять границы. А ведь сколько в психологии выстраивались границы. Помните это? Распад себя самое страшное, что на место этого. Вот смотрите, да, спасибо, Наташа, за вопрос. Вместо этого нет ничего. То есть этого ничего никогда и не было. Распад происходит идеи «я». То есть ясность, что это просто мысль «я». Там нет никого, нет никакой сущности, которая может распасться. Это только идея «я». Тело есть,
мысль есть, ощущение есть, но нет этой сцепки, сборки, нет никого, кто все вместе это сцепил и живет какой-то сущностью. То есть тело остается так же. Мысли, что я существую, они еще есть. Ощущение себя всегда есть. Но никого нет за этим. Вот этот страх, да? Но этот страх еще и растворится в другом. А другого никогда не было, потому что границ никогда нет. То есть, если я растворюсь, меня не останется, страх потерять себя, это... То есть, вот я живу, и вдруг я себя потеряю. Вот этот страх. Но сегодня мы не рассматриваем механизмы этого страха, не рассматриваем... Когда механизмы ясны, он просто исчезает. Ну, раз и исчез, потому что его никогда и не было. Это идея такая. Сегодня мы просто оголяем сами страхи. Следующий страх – это потерять контроль. Потерять контроль, про контроль мы очень много говорили. И на марафоне сейчас у нас был блок управляющего, и там была отдельная сессия про контроль, когда мы рассматривали, что нет такого процесса, как контроль. Нет точки. Нет точки, которая контролирует. Ее никогда не было. Никогда не было центра, держащего контроль. То есть такая идея, что контроль – это, вообще контроль – это последняя фикция выживающего. Я здесь живу и все контролирую. И это просто сейчас слушайте, вслушайтесь. Можно даже глаза закрыть. Я контролирую. И теперь увидите, что это просто мысль. Я контролирую. Но где ты контролируешь? И кто ты? Где точка «я», которая контролирует? Покажи эту точку «я», которая контролирует. Откуда идет контроль? Где центр управления? Есть ли он? Посмотрите, пожалуйста, и напишите. Вот где прямо пульт управления? Есть ли он? Или это только просто идея? Пока держу, будто бы существую. Потерять контроль – это значит распасться как центр. То есть вот это, знаете, такая вот, жесткая такая сцепка центра. Мы рассматриваем со всех сторон. Сегодня через страх потерять. Это просто мысль, да? Я контролирую. Не найдете ни пульта управления, когда действительно совершается контроль, и не найдете процесса контроля. Это всегда просто мысли. Мне нужно понимать, что происходит. Если не держать все в руках, все может быть рухнуть. То есть я хочу доверять, но не могу. Доверие – это тоже маска контроля. Доверяю, да, что все будет хорошо. Раз ты доверяешь, что все будет хорошо, то есть ты контролируешь это. Контроль не защищает. Он только напоминает, что я еще отделена идеей. Понимаете, ты не можешь быть отделенным, потому что ты не найдешь того, кто здесь отдельно живет. Посмотри сейчас, нет отдельно ни мысли от этой картинки, ни формы от всего вместе, ни ощущения. Это все в одном целом моменте. Когда появляется мысль об отделении, это просто мысль, потому что нельзя отделить отсюда ни тело вынуть и куда-то его поместить, ни мысль, ни ощущение. Это просто такая идея. Просто идея. И мы сейчас рассматриваем как, то есть оголяем саму идею, когда она уже видна, что это мысль, это идея, только тогда она исчезает. Некому держаться за нее. То есть, когда центр отпадает, жизнь просто дышит сама. Она всегда, это всегда так и есть. То есть здесь никогда никто не контролировал. Потерять контроль невозможно, потому что некому. Никто никогда не контролировал и некому потерять контроль. Следующее. Потерять правильность. Опять же, да, оголяем, потерять себя, потерять другого, потерять контроль, потерять правильность. То есть держится за идею, как нужно. Как быть правильным. Что такое правило? Вот это потерять правильность настолько держится центром, столько историй рассказывается, когда
Ну вот ни на чем, понимаете, возникают конфликты ни на чем, просто на том, что так правильно. Например, там, мужчина пришел поздно, а мне надо быть правильной, я не могу не показать, что я не обиделась, недовольна, не отчитать, потому что правильно, это невозможно так сделать. То есть пока есть два, и пока между ними есть отношения, невозможно ни договориться, ни подписать договоры. Вот невозможно. То есть близость – это полное исчезновение центра. Это не договориться, не простить, не… Что там еще? В общем, нет между. То есть бояться ошибиться, бояться быть плохой, плохим, все это формы страха быть ничем. То есть, знаете, вот это вот потерять правильность, это как будто бы обесцениться, потерять цену. Мне же надо как-то цену держать. Как же так? Мне надо показать свою цену. А кому? Кому? Кто ценен и кто не ценен? Что такое ценность и неценность? Посмотрите, это все просто мысли. Ценность в этом не ценно буду, если. Все просто мысли. То есть а еще бывает, да, я не должна так чувствовать. Я не должен так чувствовать. Это неправильно. Правильно, это такая маска страха. То есть живое нуждается в оправдании. То есть вот это оправдание правильности. Но здесь некому быть правильным. Здесь нет ничего правильного. Так же, как нет ничего неправильного. Правильное или неправильное – это относительно центра. То есть относительно меня. Меня как идеи отдельного существования. Вроде я как отдельно, как центр, а весь мир он тоже отдельно. Но мы только что посмотрели, что здесь нет отдельно. Никогда никто не видел тело отдельно. Никогда никто не видел мысль отдельно. Никогда никто не видел ощущения отдельно. Оно все здесь равностно открыто, сцеплено, сцепкой, что это про меня и так далее. Живое не нуждается в оправдании. Следующее. Потерять особенность. Особенность – это способ удержания внимания. Пока я особенный, я есть. Вспомните, да, сейчас много идей вспыхнет прямо в моменте, что я обладаю этим, я особенным, это мой дар, это мой характер, это мои черты, это мои достижения. То есть пока я особенный, я есть. Это все идеи с проявлениями, с видимостями, да, с накоплением каких-то достижений, результатов, особенностей, даров и так далее. То есть я не хочу быть как все. Я достоин, я достойна, потому что я особенный. И страх потерять особенность – это как будто бы обмануться через зеркало, через другого. Но это невозможно, потому что и любая особенность, она никому не принадлежит. Она есть, но в этом моменте. Особенность не принадлежит форме. Она принадлежит просто жизни, этому моменту. И она уже есть. Здесь есть и форма, и особенности, и таланты, и дары, и то, что называется характером и так далее. Все вспыхивает сейчас этим моментом. Но цепляется так, что это мое. И поэтому мне необходимо держать эту особенность. То есть без этой связи как будто бы я никто. То есть я должен как-то отличаться, быть уникальным, вот эта уникальность. Там, где нет особенного, нет особенной, рождается близость без условий. Тебе не надо доказывать особенность, потому что не перед кем доказывать и некому. Еще раз, это все есть. Уникальности, таланты, дары, особенности. И даже достижения, как история в этом моменте.
и ощущение этого в этом моменте, неразделенное, а абсолютно безграничное. Дальше продолжаем оголять страх потери. Что боится потерять идея «я»? Потерять материальное. Да, мы все говорили вот про такое. Сейчас про материальное. Потерять дом, деньги, тело, привычные какие-то вещи. То есть здесь такая идея «я то, что имею». Я то, что имею. Посмотрите, какой это бред. Я равно мой дом, мой партнер, моя работа, мой бизнес, мои достижения, мои деньги, мои дети и так далее. Не смешно? Это я. И если я что-то потеряю, я потеряю себя. Не деньги, не тело, себя. Но вещи не дают существования. Существование, просто ощущается. То есть это просто отражается мое. То есть мое, мне принадлежащее. Опять же, здесь мы смотрим центр обладания. То есть, естественно, мы рассматриваем страх потерять. Это страх исчезнуть как собственника, как обладателя. И если я потеряю, то все закончится. Что я буду делать, если это исчезнет? То есть вот это беспокойство самой идеи «я». А теперь закройте глаза и произнесите: «Я имею». «Я обладаю». И посмотрите, где это обладание. Вот просто посмотрите, чем вы обладаете или что вы имеете, и где оно сейчас. И напишите, где это сейчас. В мыслях. Все обладание в мыслях. Вы не найдете даже того, кто обладает. Это просто мысль. Я обладаю. Но сколько страха потерять? Да, это мое тоже мысли. Когда отпадает это мое, я обладаю, остается просто есть. То есть почему полнота невидима? Потому что мое. Мое, 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 мое. А если нет никого? Никому даже свидетельствовать, полнота это или не полнота. То есть потерять-то невозможно ничего, потому что некому. Это просто идея «я». Я имею. А теперь закройте глаза и произнесите: «Я потеряла» или «Я потерял». Где? Где? Вот что-то вы, может быть, теряли. Такая есть история. А где потеряли-то? Это ведь тоже просто мысль, и вы не найдете никакого «я», который потерял. Да? Тоже в мыслях. То есть я имею и я теряю – это абсолютно равностные мысли. Потерять значимость. Следующий страх. Потерять значимость. То есть потерять взгляд, в котором другие меня как-то оценивают. Это схоже, да, потерять ценность и потерять значимость. Значимость для кого-то. Да, я не значим. Меня забыли. Вот не позвонили, не написали. Значит, я потеряла значимость. То есть все. Значимость доказать, опять же, что я есть. Здесь везде стоит центр. Я есть. Любая потеря связана с этим центром. То есть если нет центра, то и терять нечего. Но пока есть центр, боится исчезнуть именно этот центр. То есть мы сейчас рассматриваем как страх, как будто бы потери, но на самом деле потери именно этого центра. То есть вот эти все страх, это страх потерять сам центр. Как будто здесь и есть я отдельный, вокруг которого крутится жизнь. Но этот я отдельный, он тоже в этой жизни. То есть ничего вокруг никого не воспроизводится, да? Все вместе с этим я. Вместе с глазами, вместе с ушами, вместе с телом, вместе с мыслями и с ощущениями.
То есть исчезновение значимости – это исчезновение, опять же, центра я. Еще у нас есть такое потерять безопасность. Опять же, да, боимся, знаете, такая боязнь хаоса. Кажется, что если я не буду контролировать, если я потеряю себя, то начнется хаос. Хаос, да? Но здесь вот как-то все уже есть. И сейчас даже некому контролировать тело, которое просто сидит, которое и просто слышится. Тело как-то сидит, да, и нет, никто его не держит. А лампа как-то стоит, стакан стоит, интернет как-то есть, да, вот все как-то есть уже. Можно придумать сейчас историю, ну, даже не придумать, не то, что она придумывать некому, она просто вспыхнет история. Почему я сижу, например, в этой комнате? Потому что когда-то я купил там дом или квартиру или так далее. Купил этот стол, сделал интернет. Когда-то я увидел видео Елены, сейчас я на этом эфире, мне это интересно. Это все просто история сейчас, которая прямо сейчас вспыхивает. Этого никогда не было. Это очень большой сдвиг, который, ну, вот как-то вот он происходит. Когда ты действительно некому увидеть даже, что этот момент происходит. Ну, нету никакого даже свидетельства, что этот момент происходит. Это иллюзия, это такое растворение. Это как раз вот про близость, это про отношения, когда даже некому сказать, что мне надо любить, мне надо что-то сделать для этого человека или так далее. Нет, не приходят такие мысли. Эти чайки не прилетают. Вот знаете, мысли, интересная метафора пришла, как чайки. Вот они, чайки, летают и летают. Но вдруг ты их начинаешь кормить. Потом говоришь, это мои чайки, мои. Это про меня. Ох, эти жирные чайки. А так-то они просто летают ничьи. То есть, когда мы рассматриваем страх потери другого, потери себя и так далее, это страх потери именно близости, безграничия. Нет границ. Потому что настоящая близость, она без границ. Любовь без границ. Это безусловно. Безусловно, поэтому не видно. Не найти. Видно только через условность. Страх потерять – это не про приблизиться, не сблизиться, не договориться. Это увидеть, что вообще границ нет. То есть пока держу дистанцию, есть я отдельный. Но тот, кто считается другим, да, оно тоже в этом же кадре. Приходите на близость. Это такой мощный, глубокий, интересный процесс узнавания, который, вот, знаете, 5 сессий, они будут каждый день 5 сессий, и это, ну, так глубоко, мощно и быстро. Быстро.